Это наш номер в Кронос отеле в Ираклионе, 301. Опять мы живем на 3-м этаже. Открывается по карточке. Вот так вот все модненько. Заходим. Итак, свет зажигается по карте. Если ключ-карта вставлена, то свет в номере горит. Вот доказательство. Вот так вот выглядит номер из прихожей. Мы, как в последние несколько раз, снимаем ролик в день отъезда. В прихожей есть такой большой шкаф и свет. Света в целом мне хватало, чтобы порыться в шкафу. Зачем рыться в шкафу? Потому что у нас тут вошел аж целый большой чемодан, который почти собран и ждет, так сказать, своего часа. Много вешалок, очень удобно. Тут висела одежда наша. И есть 2 ящика, ими я не пользовалась. Еще в номере были одноразовые тапки, что тоже очень удобно, потому что, например, вчера, когда в номере у нас хотели убраться, мы были заняты, и они так и не убрались. В итоге в тапках, конечно, приятнее ходить по грязному полу, а грязи с пляжа мы наволокли, будь здоров. Так, еще было 2 полотенца, по 2 точнее полотенца, маленькое, большое, но это стандарт. Как всегда, туалетную бумагу нельзя бросать в туалет, все бросаем в урну рядом с толчком. Был еще коврик для ног. Вот оно. Вот такое достаточно удобное зеркало. Заметьте, полочка в ванной, что редкость. И стаканчик для зубных щеток. Очень удобно. Мыло было в диспенсере. Свет в ванной его тоже хватало. Есть еще крючок для полотенца для рук. И телефон на случай, если что-то случится с постояльцем ванной, что тоже в целом удобно. Это отель 3 звезды. В душевой кабине гель для душа. 2 держателя для душа, 2 держатель, правда, так себе закреплен. И дверки, которые закрываются, ничего не протекает, все шикарно. Вот такой забавный плакат тут висел, обратите внимание. Кто догадается, в чем дело, что именно забавного в этом плакате, пишите в комментариях. Я тоже поняла не сразу, это увидел муж, подсказка внизу. В общем, если есть мысли, пишите, что же такого забавного мы нашли в этом плакате. Так, посмотрим остальной номер. Вот ванна прямо напротив входной двери. Кровать, конечно же, типа двуспальная, но на самом деле это 2 односпальные кровати, которые даже без общего матраса. Соответственно, спать рядом тут неудобно. С каждой стороны есть ночник-розетка, что приятно. Зеркало с подсветкой. Вот такое вот наверху. Тут она зажигается. Я тут красилась. В принципе, света от окна вполне достаточно. Фен, телефон тоже, если надо позвонить из номера, кондей в рабочем состоянии, стол с ящиком и холодильничек. В холодильничек у нас влезло чуть еды, которую сейчас надо не забыть забрать. А то, знаете, купили с собой вкусняшек и забыть их в холодильнике было бы обидно. И почему же мы забронировали этот отель? А вот почему. Шикарно. Да, под окнами дорога, но спать она не мешала, потому что тут, в отличие от Фиры на Санторини, движение прекращается где-то часов 11 вечера. Мы уже никого не слышали. И вот это такая вроде как очень популярная дорога. Ночью тихая, как в лучших спальных районах Москвы. Зато у нас вид на Венецианскую крепость, море, бескрайнее практически. На часть острова Крит и даже на какие-то развалины, обратите внимание. Мы читали, что это такое, это тоже часть, по-моему, порта бывшая, но я забыла уже. Тут вот под такой общей крышей куча ресторанчиков, в одном из них мы ужинали 3 раза. Он нам понравился, и мы, видимо, понравились обслуживающему персоналу, потому что они нам приносили 2 порцию вкусняшек на прощание. Тут у греков принято во многих ресторанах. Ну, на Санторини, конечно, это было не так ярко выражено, как, например, тут на Крите. Но они в конце тебе приносят небольшую как бы выпивку. Обычно это, я так поняла, либо узо, либо раки. Но мы не пили просто это. И какие-нибудь там вкусняшки. Тут нам приносили йогурт, арбузы. Потом нам приносили еще арбузы, еще мороженое. В общем, голодные вы не уйдете. Лайфхак такой. Если хочется выпить, но не хочется платить за выпивку, купите греческий салат. В конце вам принесут чикарик выпивки. Если прям совсем не вмоготу.
Так, блок от кондея выходил сюда, поэтому, конечно, получалась интересная ситуация с открытым окном. Кондей работает. Да, кстати, тут кондей работал с открытым окном. И тут идет теплый воздух. Вот этот свет, он горел сам по себе, мы не могли его выключить, к сожалению. Поэтому мы, конечно же, пользовались шторой. Шторы blackout хорошие, свет не пропускают. И такое вот место для отдыха небольшое. Столик с креслицами. Да, тут еще проходит полоса вылета, как это взлетно-посадочная полоса самолетов из аэропорта Ираклиона. Так что можно любоваться еще взлетающими самолетами. Вот такой номер. Достаточно удобный. До центра города тут идти прям близко. Не знаю, может быть, минут 5. Вид из номера мне тоже очень нравился. Когда у тебя такой вот вид из окна, как-то веселее всегда становится. Все достаточно мило. Нам тут было комфортно. Конечно, видно, что ремонт, например, не новый, но, вы знаете, это совершенно не принципиально, когда комфортно находиться где-то в номере. У меня в квартире тоже ремонт не вот тебе там месяц назад завершен. Никаких таких сильных косяков не могу сказать. Кондей работал тихо, холодильник мы не слышали, соседей мы не слышали. Шум от дороги ночью нам не мешало, потому что движение на этой дороге ночью прекращалось. А утром мы вставали вместе с началом этого движения. В конце концов, не нравятся звуки с дороги, закрыл балкон, включил кондей и спи себе спокойно. Телек мы не включали, вот вам его показываю, он есть. Работает или нет, не знаю, какие каналы есть, не знаю, мы не включали. И еще есть вешалочка для одежды, где висят такие вот штучки. Вот такой вот номер, наш последний. Впереди Москва. Отпуск закончился, к сожалению, огромному. Но мы считаем, что он удался. Все, до новых встреч. Пока-пока.